Здравствуйте, дорогие друзья! Февраль– последний месяц зимы, и не для всех он будет таким замечательным. Нумерология утверждает, что каждый из нас живет по сценарию, который задан нашей датой рождения. Согласно нумерологии, каждый месяц обладает собственным ритмом. Что же делать, а чего лучше не делать в этом месяце? Узнайте прямо сейчас. И пусть каждый из вас воспользуется потенциалом февраля с наилучшим для себя результатом. Ведь во всем есть хорошее и плохое. Выбор всегда остается за человеком. Друзья, подписываясь на мой канал, сразу же нажимайте на колокольчик. Благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео до конца и делитесь с другими. Самое интересное вас ждет впереди. Чтобы определить, каким для вас будет февраль 2022 года, вам надо рассчитать свое личное число. Личное число– это сумма чисел дня и месяца вашего рождения, свернутая к однозначному числу от 1 до 9. Например, если вы родились 15.09, тогда вам надо сложить 1 плюс 5 и плюс 9 равно 15. Сумму 15 сведите к однозначному числу, а именно 1 плюс 5 равно 6. Ваше личное число равно 6. Поставьте видео на паузу и рассчитайте ваше личное число. Вы также можете рассчитать личные числа интересующих вас людей, ведь это могут быть и члены вашей семьи, и партнеры по бизнесу, а также сотрудники на фирме. Пример расчета есть также в описании под этим видео. Я рекомендую вам, кроме прогноза на февраль, обязательно посмотреть информацию о том, каким для вас является 2022 год. В моем видео прогноз на 2022 год, ссылка на которое сейчас появится в правом верхнем углу, а также находится в конечных заставках и в описании под этим видео. Обращаю ваше внимание, что с 14 января по 4 февраля период ретроградного Меркурия. Информацию о том, на что надо обращать внимание и как правильно использовать потенциал этого периода, можно узнать из моего видео «Ретроградный Меркурий в январе-феврале 2022 года». Ссылка на видео сейчас появится в правом верхнем углу, а также находится в конечных заставках и в описании под этим видео. Друзья, как только вы начнете использовать нумерологию прогнозирования, вы будете следовать за потоком жизни и радоваться каждому ее мгновению. Каким же будет последний месяц зимы для людей с личными числами от 1 до 9? Для людей с личным числом 1. Для вас февраль– это месяц завершения, а для некоторых это месяц может вообще принести потери. Старайтесь не начинать новых проектов и осторожно относитесь к новым знакомствам. Займитесь анализом происходящего. Старайтесь завершить дела, которые вы начали раньше. Решайте текущие вопросы. Очень важно при этом опираться на вашу интуицию. Это позволит вам правильно принимать решения и, главное, своевременно. Неблагоприятно для продвижения по карьерной лестнице. Лучше не брать на себя в этом месяце финансовые обязательства и не выступать поручителем, а также не учреждать предприятия. Откажитесь от крупных приобретений. Потери от вложений в этом месяце могут вас со временем очень сильно огорчить. Хорошо, если это будут только материальные потери, ведь стресс, который придется пережить, может вызвать сильнейшее нервное истощение. А ведь 2022 год для вас будет совсем непростым, и лишние переживания вам ни к чему. Завершите ненужные связи, следите за сохранностью своих вещей, особенно это связано с деньгами и карточками. Будьте щедры, но избегайте людей, которые желают у вас что-то взять и ничего не дают взамен. Должна заметить, что психологически месяц может быть очень тяжелым, возможно депрессия. Избегайте споров, не поддавайтесь гневу и раздражению. Займитесь профилактикой своего здоровья. Для вас это очень важно. Больше отдыхайте и проводите время на природе. Неблагоприятно для заключения брака и для оформления развода. Для людей с личным числом 2.
месяц для активных действий и продвижения проектов. 2022 год является для вас благоприятным, но не все месяцы в этом году являются лучшими для решения финансовых, карьерных и личных вопросов. Вам следует постараться решить многие из этих вопросов в 2022 году, так как следующий год, 2023, не будет для вас таким классным, как этот. После сложного января, в феврале, вы получаете прекрасный шанс продвинуться вперед. Чем больше у вас будет контактов, тем лучше. Прежние деловые связи принесут новые возможности, а новые будут более плодотворными и эффективными. Изучайте новые проекты, новаторские идеи, методы и предложения. И неважно, каким переменам они ведут, вам следует проанализировать все возможные перспективы. Что бы ни возникло на горизонте в этом месяце, вы, вероятно, увидите первые знаки осуществления своих надежд. А у вас их предостаточно. Хорошее время для приобретения недвижимости и земли, для создания предприятий и получения кредитов. Проявите свои организаторские способности, уникальность, оригинальность и способность к творчеству. Старайтесь посещать разного рода мероприятия. Уделите внимание общению. Новые знакомства будут перспективными на предмет общего бизнеса или совместных финансовых вложений. Хороший месяц для решения вопросов личной жизни. Благоприятно для романтических знакомств, заключения брака и оформления развода. Желательно все делать после 4 февраля. Для людей с личным числом 3. Месяц спокойного продвижения вперед и налаживания отношений. Это время, когда можно расслабиться, избавить темп. Тщательно обдумайте поступающие предложения. Не все из них окажутся перспективными, особенно если они поступили до 4 февраля. Будьте внимательны к своим близким. Кому-то из них понадобится ваша поддержка и участие в совместных проектах. А для некоторых в феврале очень важно помочь близким в решении вопросов со здоровьем. Сотрудничайте с другими людьми и помогайте им. Это поспособствует продвижению ваших замыслов. Хорошее время для переговоров. Принимайте приглашения и прекрасно проводите время. Сдерживайте эмоции. Постарайтесь в этом месяце уладить разногласия со своими друзьями, сотрудниками, знакомыми. Уделите внимание людям, которые обратятся к вам за помощью или советом. Рассчитывайте в этом месяце на себя, и успех вам обеспечен. Неблагоприятно для продвижения в карьере, финансовых вложений, кредитования и создания бизнеса. Лучше продолжать дела, начатые ранее. Хорошее время для расторжения брака. Однако, лучше всего это сделать после 4 февраля. К новым знакомствам надо отнестись с осторожностью. Возможны потери. Благоприятно для отдыха и укрепления здоровья. Для людей с личным числом 4. Месяц удачи и радости. Это время для самовыражения, получения удовольствия и подарков. Хотя 2021 год для вас был довольно тяжелым, в феврале вас закружит карусель встреч и развлечений. Постарайтесь воспользоваться своими талантами. Проявляйте воображение и инициативу. Прекрасное время для общения с интересными людьми и путешествий. Развлекайтесь, посещайте выставки, театральные премьеры, различные мероприятия. Выражайте себя как можно чаще, и вам будет обеспечен успех. Старайтесь активно вести свои блоги, странички в соцсетях и заниматься обучением. Ищите людей с такими же склонностями, как и у вас, и вы будете вознаграждены их дружбой. Можно урегулировать вопросы в личной жизни. Романтические знакомства могут перерасти в долгосрочные отношения. Хороший месяц для заключения брака и для оформления развода. Благоприятно после 4 февраля для крупных приобретений, создания бизнеса, кредитования и продвижения в карьере. Уделите внимание здоровью, смело отправляйтесь в отпуск. Некоторые захотят провести время в путешествиях, ну и слава богу. Для людей с личным числом 5. Месяц терпения и упорного труда. Вам следует приложить усилия, чтобы создавать условия для продвижения ваших проектов, которые вы вообще начали раньше.
Некоторые из вас начнут новые проекты, но вам придется приложить максимум усилий, чтобы получить поддержку на работе или у партнеров по бизнесу. Карьерный рост будет продолжаться, и лучше оформить вообще все официально после 4 февраля, так как потом шанс появится только в апреле месяце. Интересно, что 2022 год для вас благоприятный, но не все месяцы будут хорошими для решения ваших карьерных, финансовых и личных вопросов. Старайтесь укрепить выгодные для вас позиции в этом месяце. То, чего вы достигнете сейчас, послужит прочной основой в будущем. Однако, будьте предусмотрительны и избегайте неоправданного риска, который может нанести ущерб вашей карьере или личным интересам. Если вы в браке, то пришло время укрепить союз и упрочить взаимопонимание с вашим партнером. После 4 февраля хорошее время для расторжения брака и для бракосочетания. Благоприятно для финансовых вложений, кредитования и создания новых предприятий. Уделите внимание вашему здоровью. Можно отправиться в путешествие. Для людей с личным числом 6. Этот месяц может вообще много изменить в вашей жизни. Могут быть внезапные перемены. Они будут касаться вашей личной жизни или вашей карьеры. Однако, лучше не планировать перемены до 4 февраля. Для некоторых перемены будут очень проблематичными и могут принести существенные потери. Это зависит от карты рождения человека. Но самое главное – это постоянно сохранять способность принять перемены и приспособиться к ним. Ну так уж случилось. Значит, нужно найти хорошее и настроиться на решение в положительном аспекте. Ведь многие из перемен будут вам во благо. Желательно отказаться от кредитов и дорогостоящих покупок. Не самое лучшее время для создания нового бизнеса. Сказать, что вы потеряете деньги, это просто ничего не сказать. Но если у вас их много, то пожалуйста. Продвижение в карьере не принесет обещанного дохода. Особенно это связано с карьерой во властных структурах и в политике. Проекты, в которые вы будете вовлечены в этом месяце, могут очень быстро завершиться и принести убытки. Вы будете вынуждены принимать быстрые решения и приспосабливаться к обстановке, отстаивая свое благополучие и достигнутые ранее результаты. Можно отправиться в путешествие. Неблагоприятно для развода и новых романтических знакомств. Берегите здоровье и избегайте нервного истощения. В этом месяце вам желательно меньше принимать все близко к сердцу. Для людей с личным числом 7. Месяц проходит под знаком взаимопонимания и гармонии. Учитывая, что январь принес вам много неожиданных перемен и не все вопросы в карьере и бизнесе вы смогли решить, то в феврале все это надо успеть сделать. Замечательное время, чтобы уладить все недоразумения и обрести душевный покой. Займитесь обустройством дома, квартиры, офиса. Некоторые из вас проявят свои таланты в дизайне и в творчестве. Уделите внимание развитию ваших интересов и увлечений. Займитесь расширением существующего бизнеса или продвижением в карьере. Благоприятно после 4 февраля для начала нового бизнеса, а также приобретения недвижимости, земли, акций. Семейная жизнь, отношения с родственниками и друзьями будут занимать много времени. Романтические знакомства, которые произойдут после 4 февраля, имеют все шансы перерасти в серьезные отношения. Благоприятно для заключения брака и развода. Проводите больше времени со своими близкими. Вы сумеете создать теплую и дружескую атмосферу. Помогайте людям, занимайтесь благотворительностью. Найдите время для своих увлечений и хобби. Хороший месяц для укрепления здоровья. В феврале желательно хорошо отдохнуть. Можно отправиться в путешествие. Некоторых в путешествии ожидает многообещающее знакомство. Для людей с личным числом 8 месяц будет сложным. Вы хорошо поработали, даже достигли определенных успехов. Теперь наступило время для самоанализа, обучения, медитации. Очень важно воспользоваться потенциалом февраля в этом направлении.
Желательно разобраться в вопросах, которые вас волнуют с прошлого года, и вам могут прийти очень интересные решения и инсайты. Для многих сейчас самое подходящее время, чтобы не только заняться обучением, консультированием, но и духовными или эзотерическими практиками. Доверяйте своей интуиции для определения истинных целей и путей их достижения. Идеи и планы, которые появятся в этом месяце, в будущем могут принести очень хорошие дивиденды, поэтому не торопитесь. Давайте подождем для реализации этих идей более благоприятного времени. Сейчас не время для активных действий. Дело в том, что 2022 год для вас очень непростой и может принести не самые лучшие перемены, а в сочетании с февралем это может привести к значительным потерям, которые вам не понравятся в будущем. Лучше в этом месяце не брать кредиты и не выступать поручителем. Желательно не делать крупных приобретений, не учреждать предприятий. Старайтесь не давать волю раздражению, гневу и заниматься критицизмом. Это неблагоприятный месяц для заключения брака и развода. Новые знакомства могут оказаться вообще недолговечными, а для некоторых приведут к потерям. Возможно, депрессия. В этом месяце хорошо проводить как можно больше времени на свежем воздухе, гулять и просто ничего не делать. Старайтесь побольше отдыхать, чтобы восстановить душевные силы и укрепить ваше здоровье. Для людей с личным числом 9. Месяц возможностей и успеха. После сложного января у вас появляется шанс после 4 февраля для того, чтобы продвинуться в карьерном росте и показать всем, на что вы способны. В феврале можно активно продвигать свой бизнес. Надо приложить максимум усилий, чтобы все успеть. Возможно, материальная помощь или инвестирование. Нестандартные решения озарения приведут к успеху. Желательно, чтобы все вопросы с карьерой, бизнесом и финансами решались в этом месяце после 4 числа, так как март будет в этом отношении очень неблагоприятным. Некоторые из вас захотят отправиться путешествовать или на отдых. Для вас важно сейчас брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Уделяйте время общению с коллегами и партнерами. Это очень хороший месяц для решения сложных и запутанных деловых вопросов. Удачное время после 4 февраля для крупных приобретений, учреждения предприятий и продвижения по служебной лестнице. Сосредоточьтесь на самом важном для вас сейчас, ведь времени не так много для реализации всех ваших идей и планов. Благоприятно для заключения брака и новых знакомств. Некоторые захотят расторгнуть брак. Однако лучше все это сделать после 4 февраля. Помните, что неблагоприятная дата развода может надолго закрыть дорогу до следующего брака. Уделите внимание семье и близким. Не забывайте за отдых и свое здоровье. Не доводите себя до нервного истощения. Друзья, подписавшись на канал и нажав на колокольчик, вы не пропустите мои новые видео и прямые эфиры. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Учитесь жить в гармонии со своей датой рождения, и пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. Желаю всем добра. До новых встреч!